Молодая семья Томаса Фишера жила в большом таежном поселке. Томас работал на лесозаготовительном пункте распиловщиком, София, его жена, медсестрой в детском садике. Туда же ходил их 6-летний сын Глеб. Любили в поселке семью Фишер, трудолюбивые ребята, отзывчивые и приветливые. По выходным дням Томас любил в лес сходить. Манила его тайга своей дремучей силой, сказочной красотой. За уважение и любовь к родным местам, лес благодарил Томаса своими богатствами. На охоте лес часто зайцев, куропаток, рябчиков подкидывал, будет чем семью порадовать. Летом ягод полное ведро из лесу приносил. Голубикой, морожкой, брусникой набивали холодильник, зимой Глебу температуру сбивать. Осенью грибов на всю зиму притаскивал. Щедрые подарки тому, кто с уважением приходит в тайгу. Как-то осенью отправился Томас посмотреть, не остались ли еще грибы. Набрал последних крепких опять на жаровню, сложил в корзинку, хотел идти назад, но недалеко от себя услышал странный звук. Живое существо то ли стонало, то ли скулило. Звук был достаточно протяжным, поэтому Томас понял, что это не человек. Слышать волчий вой, живя около тайги, ему, конечно, приходилось. Этот звук спутать нельзя. И сейчас он слышал, как выл волк, но очень странно. Был день, волки днем не воют, хотя от животных можно всякое ожидать. Повернув в сторону дома, Томас ускорил шаг. Но странный вой не прекращался. Существо, будто поняв, что человек уходит, стало выть еще жалобнее и громче. Звук не прекращался ни на секунду, отчего у человека побежали мурашки по спине. Там явно что-то произошло. Кому-то нужна помощь, иначе этот кто-то не выл бы так пронзительно и громко. «Пойду посмотрю, что там происходит», — подумал Томас, хотя ему было немного страшно. Неизвестно, кто может находиться рядом с воющим волком. Может, целая стая. Отгоняя страшные мысли, Томас пошел на звук, раздвинул густые кусты дикой черемухи. За ними в зарослях травы копошился волчонок. Это был уже подросток с длинными лапами, но детской пушистой мордочкой. У животного был проколот бок, шкурка болталась, обнажая рану. На лапе и морде было несколько серьезных царапин. Когда Томас стал подходить к волчонку, он перестал выть и только всхлипывал, как это делают маленькие дети после долгого плача. Как наш Глеб после рыдания. Нужно было подойти так, чтобы малыш не испугался и не увидел в человеке врага. «Ну, что же ты, дурачок, лежишь тут и кричишь один? Я тебя не обижу. Видишь, у меня в руках ничего нет». Томас протянул вперед руки, погладил по голове раненого волчонка. Он не испугался и не стал защищаться. В глазах животного читалась мольба о помощи. Рассмотрев поближе рану на боку, Томас понял, что скорее всего этот глупыш ввязался в драку с кабаном и получил отпор острыми клыками. Не по себе выбрал ты, братец, добычу. Рваную рану он скорее всего не залижет, начнется нагноение, погибнет волк. Оставлять его здесь нельзя, заберу его домой. А София не заругается, она у меня понятливая. Да и медицинская сестра лучше зашьет тебя. Томас снял с себя куртку, завернул в нее волчонка, взял корзину с грибами и быстрым шагом пошел в деревню. Пока шли, умные глаза сверкали из глубины свертка, и ни разу волчонок не пытался вылезть или скулить. Малыш все понимал, этот человек пришел к нему на помощь, он не обидит. Это хороший человек. Придя домой, Томас рассказал Софи лесное происшествие. Жена внимательно выслушала и предложила: «Слушай, его нельзя сейчас отпускать в лес. Пока все не заживет, пока он полностью не окрепнет, давай подержим у нас». Томас даже не сомневался в другом решении Софии. А Глеб стал прыгать вокруг и радостно приговаривать: «Ни у кого нет своего волка, а у меня будет. Все держат собак, кошек, кроликов, а я буду растить волка». София обработала открытую рану, сшила разорванные края. Царапины на морде и лапе продезинфицировала. В драке с кабаном пострадало одно ухо. Видимо, был поломан хрящ, и это ухо не стояло, а висело в сложенном виде. Волчонок был полностью серый. Глеб ответственно носил волчонку еду и воду в миске, выпускал его погулять во дворе, поиграть как простую собаку. Даже пытался научить его команде «дай лапу», на что волк глупо таращил свои желто-коричневые глаза и ждал продолжения игры. Очень привязался волчонок к Томасу, Софье и Глебу, бегал за ними по двору.
За калитку его не выпускали, но недоброжелатели всегда найдутся. Стали ходить разговоры, Фишеры волка держат во дворе, чтобы потом на домашний скот натравливать. Чтобы прекратить такие сплетни, София сама предложила Томасу: во дворе стоит пустой вольер, давай поселим серенького туда. Теперь волк жил в клетке, но без цепи. Такая жизнь вольному животному совершенно не нравилась. Вся округа была вынуждена слушать его ночные завывания. Ну что тут поделаешь? Соседи жалуются. Участковый приходил по просьбам односельчан. Все против. Придется выпустить серенького в тайгу. Пусть бежит, он вырос и окреп. Может, найдет сородичей и привыкнет снова к лесной жизни. Томас потрепал любимца по морде. Почти год жил у них дикий волк, наступает момент расставаться. Под громкий рев Глеба, который повис на шее серенького, всей семьей вышли за ворота. Уже почти стемнело, в соседних домах зажглись окна. Волк, удивленный свободе передвижения, посмотрел на своих хозяев, повернулся в сторону тайги и, как будто пробуя воду лапой, вошел в ночной лес. В темноте мелькнуло его ломаное серое ухо и заживший бок. Фишеры стояли и смотрели вслед. Было слышно, как ветер шевелит листья, и где-то вдалеке работает лесопункт. «Пап, он придет когда-нибудь?» «Не знаю, сынок. Я его об этом попросил, когда мы выпускали в тайгу». На ушко тихо-тихо шепнул. Серенький услышал. «Значит, обязательно придет». Прошло 2 года с тех пор. В выходной день Томас засобирался на охоту. Зимой приятно бродить по тайге в одиночестве, любоваться заснеженными деревьями, дышать морозным воздухом. Охотник шел привычными дорожками, свернул с просеки на лесную тропинку, дальше идти нужно было по снегу. Пробираясь по насту, Томас наступил на что-то твердое и моментально в ноге возникла резкая боль. На пути оказался капкан, в него угодила нога человека. Хорошо, что Томас был обут в жесткие ботинки, а не в валенки, иначе множественных переломов кости было не избежать. Как мог, он освободил ногу и увидел, что появился сильный отек. Значит, перелом кости есть. Попробовал наступить, сильная боль пронзила настолько, что он чуть не потерял сознание. Немного посидев, оценив ситуацию, Томас решил ползти. До деревни недалеко, пока светло, есть шанс выбраться на обозримое место, чтобы кто-нибудь увидел ползущего человека. И Томас пополз. Было очень холодно, брюки и локти сразу намокли. Но то, что ожидало впереди, было намного хуже. Не хватало еще волков встретить. Они любят добивать безответную жертву. Я сейчас как раз такой добычей являюсь, не успел подумать Томас, как перед ним, словно из-под земли, вырос матерый серый с черной мордой волчище. Человек обернулся назад, но и там стояли 2 тощих и злых волка-прислужника, сквозь чащу пробирались еще по меньшей мере 8 волков. Они медленно окружали Томаса, постепенно приближаясь к нему все ближе. Из-за спины возник упитанный взрослый волк, по виду похожий на вожака. Он был с хорошо развитой мускулатурой, серой шерстью и умными желто-карими глазами. Вожак подошел к Томасу и стал долго обнюхивать, будто вспоминать что-то. Когда волк наклонился, принюхиваясь к раненой ноге, Томас увидел ломаное ухо. «Это ты, серенький? Привет, тезка. Ты пришел меня защитить. Я узнал тебя. Как же ты вырос!» Волк, услышав знакомый голос, отбросил все сомнения и завилял хвостом. Томас кое-как набрался сил и пополз дальше. Серенький не отходил от раненого ни на шаг. Остальные волки пытались предъявить свои права на жертву, но грозный рык вожака сломанным ухом охлаждал пыл. Когда оставалось ехать с горки, где внизу была деревня, волк пробежал это расстояние за Томасом и проводил его до калитки. Глеб увидел в окно, как с горы лихо съехал папа, а за ним бежал серенький. Радостный мальчишка выскочил с санками. «Папа, это наш серенький, я его по уху узнал. Я же говорил, что он обязательно придет к нам». Волк проводил взглядом своих старых друзей и побежал к своей стае, которая преданно ждала своего вожака на пригорке. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.